Всем привет! Вы на канале Quimby. Итак, новая система навыков. Пробуем, тестим, изучаем. Итак, начнем. Максимальное количество навыков всего 6. Также есть и бонусные навыки для членов экипажа с дополнительной специальностью, например, командир-радист. Сейчас у нас на обзоре объект 780. Также вы здесь увидите такие танки, как Е100 и объект 279. Итак, приступим наряжать объект 780. Поехали. Командир. Так, 6 основных перков. По стандарту боевое братство, ремонт. Так, вот теперь здесь думаем. Emergency, то есть нештатная ситуация, увеличивает бонус к эффективности экипажа на 7,5% на 15 секунд после получения урона от противника. То есть противник нам дал плюху, и у нас на 15 секунд бонус к эффективности экипажа. Классно? Классно. Ставим. Так, Practicality. Это у нас снижает время подготовки снаряжения на 7,5%. То есть ремки, аптечки у нас будут быстрее заряжаться. Так, Coordination. Это у нас увеличивает скорость сведения на 12,5% на 15 секунд после обнаружения машины противника. То есть противник у нас засветился, и на 12,5% у нас скорость сведения увеличена. Круто? Круто. Так, у нас еще 3 основных. Значит, выбираем. Так, ну сведение здесь не будем ставить на 780. Это вы увидите сведение на Е100. Так, здесь мы поставим снаряжение. Так, бонус к эффективности экипажа после получения урона. Так, также переработали незвуковую разведку. Мало того, что она показывает направление арты, так еще и уменьшает эффект от оглушения на 10%. Полезно? Полезно. Так, и обзор. Все, 6 мы изучили. Обучение, трейнинг. Так, теперь бонусные у нас, радиста. Смотрим, что по радисту. Side by side. Это у нас плечом к плечу. Увеличивает бонус к эффективности экипажа на 2,5% на дистанции не более 50 метров от союзной машины такого же типа. То есть, если с вами стоит тяж, то у вас увеличивается бонус к экипажу эффективности на 2,5%. Полезно? Полезно. Так, но мы также возьмем еще пожаротушение. Итак, смотрим еще джеминг. Сокращает время отображения вашей машины в случае обнаружения на 1 секунду. То есть ты на 1 секунду раньше исчезаешь. Ну такое для тяжа. Так, перехват сигнала. Сокращает время, необходимое для определения того, была ли обнаружена ваша машина, на полсекунды. То есть на полсекунды раньше будет загораться лампа. Так, ну, скорее всего, это нам не надо для тяжа, а сделаем обзор. Так, перейдем к наводчику. Так, по стандарту. Так, и у нас Concentration. Это снижает разброс орудия неподвижно стоящей машины на 3,5%. Эффект срабатывает через 3 секунды после остановки машины. Ну, как бы полезно. Так, Quick Aiming. Быстрое сведение ускоряет сведение орудия на 2,5%. Ну как бы у нас здесь сведение и так лютое. Так, мастер-оружейник. Уменьшает разброс урона и разброс бронепробития на плюс-минус 20%. И уменьшает разброс на 1,5%. Но это как бы неплохо. Так, сведения нам не надо. Ну и давайте уже снайпера на 3% увеличивает повреждения модулей критических. Так, и у нас также еще дополнительные есть перки. Смотрим заряжающего. Perfect Charge. Это идеальная зарядка. Повышает скорость полета снаряда на 10%. Так, для 780 это не подойдет, и так скорость лютая полета. А вот для Е100 и объекта 279 и других танков это будет идеально.
Так, Close Combat. Это у нас ближний бой. То есть ускоряет перезарядку орудия на 2,5%, если противник на дистанции менее 50 метров. Это тоже хороший перк. Так, ну у нас всего 3 Ammo Tuning. Это повышает нижний порог разброса урона и бронепробития на 2%. То есть, если я правильно понял, это у нас уменьшается разброс урона и увеличивается бронепробитие на 2%. Так, ну нам по-любому все равно надо ставить бесконтактную. Интуицию можно и не ставить, потому что у нас основные и так снаряды под калибр. Ну, давайте поставим настройку боеприпасов. Train. Так, и переходим к механику водителя. Что здесь по стандарту? Так, Engineer. Это у нас знаток моторов. Увеличивает максимальную скорость движения вперед и назад на 1 км в час. И уменьшает штраф за повреждение двигателя на 20%. Нормально. Так. Railable Placement. Извините за мой английский, если я что-то не так читаю. Увеличивает показатель поглощения урона от осколочно-фугасных снарядов на 7,5% и уменьшает урон от падения на 30%. Но думаю, это нам не особо надо. Так, 2 перка еще. Король бездорожья. Уменьшает потерю скорости на средних грунтах 5% и потеря скорости на вязких грунтах будет равна 100% от получения значения. То есть на вязких грунтах мы вообще люто будем передвигаться. Так, мы его взяли. И что еще? Ну давайте виртуоза. Так, ну все. Объект 780 настроен. Теперь можно отправляться в бой. Полностью бои я вам показывать не буду, чтобы не тратить ваше время. Только покажу основные моменты, где применяются эти навыки. И как вы могли заметить, внизу экрана над снаряжениями появляются иконки тех навыков, которые сейчас применяются. Сейчас мы видим, применилось 2 навыка. Это плечом к плечу и ближний бой. Ближний бой ускоряет перезарядку на 2,5%, если противник на дистанции 50 метров. И плечом к плечу увеличивает бонус к экипажу на 2,5%, если противник на дистанции 50 метров. Классно? Классно. Пока мы стояли, у нас включилось новое умение. Это концентрация. Снижает разброс орудия неподвижной машины на 3,5% и срабатывает через 3 секунды после остановки. Тоже неплохо. Пока стоял за трупом танка и выцеливал 62-ку, включилась концентрация, которая снижает разброс орудия на 3,5%. Здесь нам выбили приборы наблюдения, о чем нас также информируют в бою. И как только я подъезжаю к тайпу, у меня включается умение «Ближний бой», которое ускоряет перезарядку орудия на 2,5%. То есть у меня было 10.87 перезарядка, стала 10.53. Также я настроил E100. Так, пройдемся быстро по перкам. Из крутого, что здесь у нас у командира? Это координация, увеличивает скорость сведения на 12,5 секунд на 15 секунде после обнаружения машины противника. То есть вы его обнаружили, и на 15 секунд у вас сведение на 12,5% снизилось. Круто, круто. Так, Practically это у нас время подготовки снаряжения на 7,5% и Emergency. Это увеличивает бонус к эффективности экипажа на 7,5% на 15 секунде, вернее на 15 секунд после получения урона от противников. Полезно? Полезно. У наводчика здесь очень полезные перки. Так, это Concentration. Снижает разброс орудия на неподвижно стоящей машине на 3,5%. Эффект срабатывает через 3 секунды после остановки. Классно? Классно. Так, Quick Aiming. Это у нас ускоряет сведение орудия на 2,5%. То есть у нас и сведение улучшается, и разброс снижается. Ну, чем не круто. Так, у механика водителя. Это у нас знаток моторов.
Скорость движения вперед-назад километр, тоже полезно. Так, радист, ну тут все понятно. Так, заряжающий. Close Combat. Это у нас ближний бой. Ускоряет перезарядку орудия на 2,5%. Если противник на дистанции менее 50 метров. Полезно? Полезно. Идеальная зарядка повышает скорость полета снаряда на 10%. Полезно? Полезно. Очень полезно. Так, и эта настройка боеприпасов повышает нижний порог разброса урона и бронепробития на 2%. Как бы тоже полезный перк, но надо выбирать. Раз, два, три, так. Ну, скажем так, эти будут более эффективны, чем этот перк. У второго заряжающего все то же самое, только мы добавили Ammo Tuning. Это настройка боеприпасов. Повышает нижний порог разброса урона и бронепробития на 2%. Взамен бесконтактной боеукладки, так как она у нас прокачана другим заряжающим. Для СТО и танков, у которых плохое сведение и медленный полет снаряда, эти перки must have. Также смотрим 2.7.9. Так, командир, что у нас? Emergency, бонус к экипажу 7-5%. Так, Practically, время подготовки снаряжения. Так, и у нас тут радист. Это у нас плечом к плечу увеличивает бонус к эффективности экипажа на 2,5%. Ну и это по стандарту. Так, Concentration снижает разброс орудия на 3,5%, если ты стоишь в течение 3 секунд. Так, и ускоряет сведение орудия на 2,5%. То есть круто? Круто. Так, ну и тут все понятно уже. Теперь посмотрим, как эти танки проявят себя в бою. Сейчас у сотки включился навык плечом к плечу и также навык нештатная ситуация, которая увеличивает бонус к экипажу на 7,5% на 15 секунд после получения урона. Здесь у нас включился навык координация, то есть увеличивает скорость сведения на 12,5% на 15 секунд после обнаружения противника. И нештатная ситуация, бонус к экипажу 7,5%. Я считаю, это шикарные навыки. В ближнем бою у сотки сейчас очень много навыков будет включаться. И координация, и нештатная ситуация, и плечом к плечу, и ближний бой. В общем, смотрите. Также хочу уточнить по сотке по перку идеальная зарядка. Этот перк повышает скорость полета снаряда на 10%. Если ранее скорость полета кумулятива на топовом орудии составляла 606 метров, то теперь 683. И также ББшки 757 метров сейчас составляет 853 метра. Не фонтан, конечно, но брызги есть. Но это лучше, чем было. Мне новая система навыков очень зашла. Экипаж стал эффективнее себя реализовывать. Комфорт стрельбы улучшился. Хоть это и копейки, но все равно это чувствуется. И по зарядке танка, и по скорости полета снаряда, и по точности. Не знаю, как у многих, лично за себя говорю, но для меня самое важное это комфорт стрельбы. Здесь я специально толкаю труп ЛТшки и иду на пролом, чтобы посмотреть, какие навыки еще можно выбить. И посмотреть, что нам еще может предоставить игра. Еще хотел упомянуть вам о сверхопыте экипажа. Когда вы полностью изучите 6 навыков основной специальности, члены экипажа продолжат накапливать опыт экипажа. По мере накопления опыта, это от 100 тысяч единиц, он будет конвертирован в универсальные руководства соответствующей нации. Пока я здесь вижу одни плюсы. И напоследок объект 279.
Теперь по перку идеальная зарядка. У 2.7.9 изначально кумулятив летел со скоростью 920 метров в секунду, а ББшка 940 метров. Так с перком идеальная зарядка скорость полета составляет кумулятива 1037 метров в секунду, а ББшки 1059. Это перки, которые работают и которых реально не хватает в игре. Это, конечно, только тест еще, значения не финальные и, возможно, доработки. Но на данном этапе меня все устраивает. Из того, чтобы я добавил, так это маскировку одним перком, как огнетушитель, и долгожданный один экипаж на несколько машин. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокола. Всем добра!